Я вас приветствую. В сегодняшнем видео я хочу рассказать, как я удобряю свои орхидеи. О том, как я их выращиваю, как я их поливаю. Я рассказывала раньше. Кому интересно, пожалуйста, заходите на канал, открывайте плейлист «Орхидеи в пустой вазе» или плейлист «Уход за орхидеями». И там вы сможете подробно увидеть, как я поливаю свои орхидеи, как я их высаживаю, пересаживаю и вообще, что я с ними делаю. Ну, а сегодня я в очередной раз остановлюсь на том, как я удобряю свои орхидеи. Ну, как выглядят мои орхидеи, вы видите. Поэтому я считаю, что, очевидно, для своих орхидей и в своих условиях я нашла такой, знаете, наилучший способ, как их выращивать. Вот, вы видите, как я их выращиваю. А также наилучший способ, как их удобрять. Ну, я так считаю. Просто если посмотреть на результаты, а вы их видите сами, то вполне возможно, что это очень даже и неплохой способ так удобрять орхидеи, так их поливать, как я это делаю, и так их выращивать, как я выращиваю. Ну а теперь можно уже более подробно перейти к тому, чем я их удобряю, как я их удобряю и насколько часто я это делаю. Это черная бабочка орхидея. Black Butterfly. Ну, перейдем конкретно. Конкретно вот здесь вот вы можете видеть, стоят мои орхидеи, которые сегодня у меня удобряются. Смотрите, вот они стоят. Как вы можете видеть, они не цветущие. Поэтому скажу сразу и буду потом повторять, что я удобряю не цветущие орхидеи. За исключением одного случая. Какой это случай, расскажу дальше. То есть вот это у меня стоят здесь орхидеи, которые я поливаю с удобрениями. А теперь я перешла к тем орхидеям, которые я тоже поливаю сегодня. Но я их поливаю без удобрений. Как я уже сказала, цветущие орхидеи я поливаю без удобрения. И повторюсь, что иногда, в одном отдельном случае, я могу поливать с удобрениями и цветущую орхидею. Вот вы видите орхидеи, которые я поливаю только водой сегодня. Их не очень много сегодня, потому что большую часть своих орхидей я поливала вчера. Почему я так поливаю? Знаете, в свое время, когда я только училась ухаживать за орхидеями, я прочла о том, что если поливать цветущие орхидеи удобрениями, они могут быстро закончить свое цветение, ну, потому что удобрения стимулируют развитие листьев, корней. Ну, очевидно, так оно и есть. Знаете, я когда не захотела сильно это проверять на своих цветущих орхидеях, и поэтому я так делаю. Ну, возможно, я могу даже вам и порекомендовать тоже так делать. Или, в общем-то, это остается, знаете, ну, на ваше усмотрение. Вот некоторые орхидеи у меня уже цветут, такие вот, как эта орхидея Лена. Она практически цветет целый год. Я ее пока не удобряла. Но, очевидно, скоро уже я начну удобрять эту орхидею, потому что я вижу, она уже начинает потихонечку отцветать. Вот и вот эти маленькие орхидеечки, мои мини-орхидеечки Diffusions. Вот смотрите, это такая красивая Diffusions бабочка. Смотрите, она уже, в общем-то, отцветает. На ней осталось небольшое количество цветочков. Это тоже Diffusions. Она тоже уже начинает потихоньку отцветать. И вот, как только они отцветут, я, очевидно, посрезаю цветоносы, потому что они их начнут сушить. И начну их удобрять. Ну, а теперь вернемся к тем
орхидеям, которые стоят у меня в другой части комнаты и которые я поливаю с удобрениями. Пожалуй, стоит еще добавить, что орхидеи, когда я их поливаю, хоть с удобрениями, хоть без удобрений, я держу в воде час. Это как минимум обычно. А бывает и больше. Если я куда-то пошла и мне что-то нужно делать, я налила орхидеи, хоть водой с удобрениями, хоть водой без удобрений, и ушла. И пришла часа через 3. И они себе так стоят и удобряются. И ничего, не жалуются. Это моя самая первая орхидея, которая у меня уже 5-й год. Ну и теперь продолжим, как я это делаю технически. Чем я удобряю орхидеи? Значит, у нас в Новой Зеландии особо большого выбора удобрения нету. Там, по-моему, только всего 2 или там 3 каких-то разновидности удобрений. Но я покупаю всегда в магазине, там, где продаются стройматериалы, и там у нас продаются растения для сада, для квартиры, и там же продаются орхидеи. Вот я покупаю удобрения для орхидей. Вот когда меня спрашивают, чем вы удобряете, я отвечаю: удобрения для орхидей. Людям, наверное, непонятно. Ну, вы просто приходите в магазин и смотрите, там написано удобрение для орхидей. Здесь написано по-английски, а вы читаете по-русски. Ну, выберите любое, какое вам там по деньгам, какое вам там по удобству употребления, какое вам нужно вообще, которое вам нравится больше. Может, вы его раньше уже использовали. Вот, я поливаю таким. Это называется фирма Ятис. Орхидеи, орхидейная, значит, так это переводится. Orchid Liquid Plant Food. То есть орхидейное жидкое удобрение. Вот такое. Как я его развожу? Развожу я его легко и просто. Я беру воду из крана. Значит, воду я не отстаиваю. У нас вода мягкая, у нас вода не жесткая, у нас ее отстаивать не надо. Тем более у меня почти 60 орхидей. Для них, где бы я это все это отстаивала, потому что я, в общем-то, наливаю практически полную вазу под самое основание орхидеи. То есть воды уходит много, поэтому я беру просто воду из крана. Воду я беру тепленькую. Знаете, такую ощутимо тепленькую, чтобы вы ее так пощупали, и вам так хорошо и тепленько. Температуру я не меряю, знаете, не знаю, какая там температура этой воды. Вот эта баночка стоит она у нас $15. Вот эта баночка, здесь написано, что эта баночка предназначена для того, чтобы из нее развести, сейчас скажу точно, гляну одним глазом, значит, точно на 150 литров. Здесь пол-литра удобрений надо разводить на 150 литров воды. Ну, вы же понимаете, что 150 литров воды мне не нужно одномоментно. Поэтому раз и навсегда я рассчитала, что мне нужно на вот такое мое, сейчас я покажу вам, ведерко. Вот такое ведерко у меня есть. Ну, я не знаю, сколько тут, литров 6 может быть. Вот на это ведерко мне нужно 15 миллилитров. На полное ведерко мне нужно, ой, господи, хоть бы не уронить мою Андору. Это Андора, это Вена. Мне нужно 15 миллилитров. Я отмериваю шприцом 15 миллилитров удобрений, выливаю в это ведерко и из крана пускаю воду. Под хорошим напором тепленькую водичку. Она там сама по себе перемешивается. Все. Это я приготовила раствор удобрения. После этого я те цветы, которые не цветущие или которые вот уже отцвели. Вот у меня тут диффужен, смотрите. Вот она у меня в данный момент удобряется. Кормится удобрениями.
Хочу сказать два слова о самих удобрениях, потому что некоторые люди спрашивают меня состав удобрения. Я вот выписала соотношение азота, фосфору и калию. Значит, соотношение такое 7, 2, 10. То есть на 7 единиц азота, 2 единицы фосфора и 10 единиц калия. Ну, для большей подробности скажу, что, например, азот здесь в разных модификациях, в какой-то одной, в какой-то другой. Этих тонкостей я касаться не буду, я не думаю, что это очень важно. Вот такое соотношение, то есть азот, фосфор и калий относятся как 7, 2, 10. Вот я вам покажу. Я так записала на такой бумажечке. Если вам это интересно, скопируйте, запишите себе и будете знать. Очевидно, это хорошее соотношение. И поскольку преобладает калий, то значит, я бы сказала, это удобрение больше предназначено для того, чтобы орхидеи лучше цвели. Что вы видите? Потому что азотные удобрения дают больше массы листьев и корней, то есть зеленой массы, а калийные удобрения, они предназначены для лучшего цветения. Как часто я удобряю? Значит, не цветущие орхидеи я практически поливаю каждый раз с удобрениями. Каждый раз я развела ведерко этой водички с удобрением, посмотрела по списку, у меня есть список, который мне надо поливать. Вот у меня есть список, тут я записываю. Знаете, не запомнишь все орхидеи. И я по списку посмотрела, какие орхидеи мне сегодня поливать, посмотрела, нужно ли поливать или не нужно. Корни просохли полностью. Раз просохли полностью, значит нужно. Ну, обычно я поливаю где-то раз, получается у меня в 3-4. А поскольку сейчас у нас вторую неделю уже зарядили дожди, то есть погода довольно сырая, солнца практически нету, корни не успевают просыхать, и поэтому как-то немножечко это сдвигается все. И соответственно, то есть сдвигается день полива. И в соответствии с этим у меня сдвигается день, когда я удобряю. Потому что задают такой вопрос, а как часто вы их удобряете? Я их удобряю не цветущие. С каждым поливом, практически. Почему я говорю практически? Ну, потому что иногда бывает попадается такой день, знаете, что нужно полить там с удобрениями не цветущих 2 орхидеи. А у меня нет разведенных удобрений. И я тогда не развожу. Мне лень. И я их просто поливаю водой. Но обычно у меня получается, что особенно когда не все орхидеи в цвету, а уж когда они практически все были не в цвету, а все были с цветоносами, так я, знаете, в день разводила по 3 ведра, потому что мне нужно было в каждую налить и в каждую налить большое количество. Поэтому практически, повторяю, не цветущие орхидеи я каждый раз поливаю с удобрениями. Цветущие я не поливаю с удобрениями. Один единственный момент, на котором я хочу остановиться, когда я могу цветущую орхидею поливать с удобрениями. Я обещала вам это сказать. Это когда у цветущей орхидеи появляется второй цветонос. Пока он еще такой, знаете, маленький, я не очень ее. Я продолжаю ее поливать водой. Но когда цветонос уже второй становится большой, я начинаю поливать ее тоже с удобрениями. Не каждый раз. Ну, может быть, там, не знаю, через 2 раза или через 3. Вот этого я не записываю. Хотя я, в каком смысле не записываю, там, знаете, вот конкретно. Но, хотя я отмечаю, там, где я поливаю свои растения, я пишу, там, 5 У, значит, поливалась с удобрениями, там, 10 В, то есть поливалась просто водой. То есть вот это единственный момент, когда я могу поливать цветущую орхидею с удобрениями, если она с цветоносом. Ну, надо ее чем-то подкормить. Со вторым цветоносом, заметьте, то есть она цветет, а тут у нее пошел второй цветонос, ну, надо ее пополивать. Чтобы заложился хороший цветонос,
чтобы в нем было, знаете, наличие каких-то питательных таких веществ, чтобы не только ей пришлось синтезировать из воздуха, потому что орхидея фаленопсис это удивительное растение, которое все, в общем-то, берет из воздуха и из воды в природе. Она синтезирует все свое под влиянием воздуха и солнца. Вот это то, что касается, как я удобряю свои орхидеи. На такой простой вопрос, а куда я деваю эту воду и как часто я ее использую? Значит, вот я ее развела сегодня, полила вот эти орхидеи, которые вы видели на столе, вот они у меня тут стоят. Теперь я эту водичку солью обратно, посмотрю в нее. Если она такая довольно чистая, прозрачная, в ней там, знаете, не накопилось много зелени с банок, с этих, то я ее могу использовать и завтра, эту воду, на следующую порцию орхидей. И могу использовать и послезавтра, на третью порцию орхидей. Я такое делаю. Конечно, орхидеи не должны быть какие-то больные, там, знаете, с какими-то гнилыми корнями. В хорошем состоянии орхидеи. То есть практически каждую порцию воды, ну потому что, знаете, как-то я ленюсь разводить ее постоянно. И еще, не только поэтому, а потому что, ну вот куда ее потом деть, эту воду с удобрениями? Я ее использую у себя на балконе, в герани. То есть я беру и на балконе в герани эту воду потом, после орхидей, я выливаю в герани. То есть они тоже получают у меня удобрения. И знаете, если жарко и сухо, то я их поливаю, ну, в общем-то, чуть ли не каждый день, если очень жарко гераням. То как бы каждый день поливать их с удобрениями, наверное, это будет им чересчур. Хотя они не жалуются, цветут хорошо. Вот. Поэтому я прихожу к выводу, что вполне можно использовать воду с удобрениями и на второй день, и на третий. Ничего с ней не случается. Что там? Это минеральные удобрения. Они не разлагаются в воде. Они все равно разведены в воде. Поэтому, ну так вот вы видите результаты сами. То есть, вот так вот я поливаю с удобрениями. Повторю еще раз в конце, что я не цветущие поливаю с удобрениями орхидеи. Цветущие я не удобряю. За исключением одного единственного случая, когда у цветущей орхидеи появляется второй цветонос, и он уже становится довольно большой. Я надеюсь, я понятно рассказала, как я поливаю свои орхидеи. И как я их удобряю. Таким образом получается, что не цветущие орхидеи я удобряю, ну, фактически каждый третий, четвертый день. Удобрения я использую неоднократно, одну и ту же воду. Ну, вот результат, как вы видите. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, совершенно не такие, как я вам рассказывала, как я поливаю орхидеи и как я их удобряю, а совершенно какой-то другой вопрос, я, наверное, смогу ответить. Но если вопросы повторяются одни и те же бесконечно, ну, знаете, у меня нет просто силы, возможности на них ответить. Надеюсь, я удовлетворила ваш интерес к тому, как я поливаю орхидеи. Значит, вот этот, я имела в виду, поливаю с удобрениями, конечно. Вот так я делаю в пустой вазе. И так я делаю вот в тех орхидеях, которые заполнены вот такими вот полистирольными кусочками. Что это за кусочки? Пожалуйста, заходите в плейлисты. Там есть плейлист «Уход за орхидеями», есть плейлист «Орхидеи в пустой вазе». И там, где уход за орхидеями, там показано, что это за материал, где его взять и как его подготовить. Пожалуйста, заходите, интересуйтесь. Ну и вообще заходите на мой канал и смотрите там все подряд. Все интересно. Там такие видео, которые, знаете, на века. Да. Я так считаю. Это была шутка.
В общем, встретимся еще, увидимся. Да, забыла сказать. Если вы хотите похвастаться своими орхидеями, показать фотографии своих орхидей, пожалуйста, заходите в нашу группу на Фейсбуке. Она создана специально для того, чтобы вы могли похвастаться своими орхидеями и другими цветами, а также внуками и своими домашними делами. Группа называется «Наши по всему миру», она на Фейсбуке. Заходите, смотрите. Мы тоже порадуемся на ваши достижения. Всего доброго.